из Германии, которая выдерживает 1400 градусов по... Еще больше, чем 76, да? Ну, по крайней мере, влезаем. Это уже радует. Сегодня у меня непростая машина и непростая задача по постройке выхлопной системы. Это Lamborghini Gallardo. 5 литров, V10, и мне надо сделать ее тихой. В ней установлена тюнинговая выхлопная система. Ее производительность и звучание нравятся владельцу, но нужен тихий режим. Ну что, мы в Джумбре, приехали забирать баночки для ламбы. Сейчас поедем их ставить. Привет. Здорово, Антоха. Сейчас банку упаковываем. Вот, отлично. Вот они такие красивые. Заслонки проверили, все комплектно, все работает. Заслоночки, баночки. Комплект управления. Правая, левая, зеркальные, красивые. О, кстати, есть что показать. Парни, А вот эта баночка, которая была в Инстаграме. именно так. Сейчас я вам всем покажу, зачем мы ее разрезали и что тут можно увидеть. Вот тут вот видна цельная 304-я перфорированная из нержи перфотруба. Здесь, опять же, из нержи нержавеющая шерсть. А здесь вот огромный толстый слой керамической набивки из Германии, которая выдерживает 1400 градусов по Цельсию. Этого хватит за глаза. Естественно, пожизненная Вот гарантия. поэтому я и беру эти баночки. Загрузили наш легковой грузовик. Ну и в путь из Джумбры к Ламбе. Ну вот я добрался до места. Эту машину мне придется делать на выезде, а не у себя в мастерской. Поэтому я набрал полную машину инструментов и материалов. Жена меня убьет за это. Бедный семейный минивенчик. Пойдем посмотрим, где придется работать. О, это DB9. Надо будет на нее что-то тоже сделать. А вот и ламба. Место отличное. Я разместился. Начну делать. Вот тут надо что-то интересное придумать. А пока нужно пожрать. Вот такая тюнячка установлена в ней. Сделана в Италии. Competitions only. Ну-ну. Сейчас сделаю из нее стрит-легал. Ах, если бы можно было сделать весь выхлоп заново. Места полно. Вот я бы тут развернулся. Давай заводи, посмотрим, как она звучит только с катализаторами. Да, это было громко. Это пиздец.
Так, сейчас примерю ее. Надо бампер одеть. Как-то длинновато получилось. Ну вот такая получилась штуковина. Сейчас посмотрю, как она уместится на своем месте. Места с одной стороны достаточно, но слишком много всего надо тут разместить. Еще не один десяток раз придется снять и поставить бампер. Выход после заслонки должен смотреть в насадку на бампере. А все эти повороты не должны упереться в тот же бампер. Как же было бы проще все сделать, если бы сделать все от катализаторов заново. Вот и сам бампер с насадками под выхлоп. О, а тут ко мне гости. И DB9 за спиной подсматривает за процессом. Ладно, буду ставить бампер. На первый взгляд все уместилось. У меня есть вариант, я могу припаять выход. Самое главное, что вот это расстояние есть. Так, пробуем еще раз. Есть. Не убежала. Так, давай оденем решетку с насадкой. Так, а какой диаметр у этой решеточки вообще? Еще больше, чем 76, да? Ну, по крайней мере, влезаем. Это уже радует. Так, но надо снимать колеса и подкрылки. Важно разместить все так, чтобы вокруг ничего не задевало. Ну, я-то планировал вот такой вариант. Но нужно провести эксперимент с 76-й трубой. Выйти из 76-й же выйти на насадку. Сейчас одну сторону сделаю. Ну вот как бы макет. Если я умещаюсь вот этими стандартными гибами, поворотами, то хорошо, тогда и у меня все есть. А если нет, то у меня сейчас чайчик готов там часов в 10 подвести короткие. То есть которые поворачивают короче. Просто вот это будет звучать громче. На порядок. Ну да. Ну попробую сделать из 76-й. Может быть и войдет. Но я не уверен. Как-то все очень близко. Ну, может и повезет. Так, сначала прихватим эту заслоночку. Примерки. Не примерки. Проще сразу было все транслировать на YouTube. Не париться с этой записью. Блин, не варится. И алё, где метка? Сегодня был долгий и ответственный день. Эти 12 рабочих часов на видео вы увидите как 12 минут. И я не знаю, передал ли настроение этого дня. Но самый важный итог в том, что дополнительные банки с заслонками уместились в лампе. Завтра будет очень много сварки и фигурный резкий труб. Надеюсь, я все успею и вы увидите, что получилось в финале. От вас же жду вопросы и комментарии при монтаже следующей части, я постараюсь их учесть. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного. А сейчас, друзья, всем хорошего настроения и удачи. Всем пока. Это совсем не подошло.
такая вот система.